океан, тут горы есть, большое разнообразие природы, счастливые местные жители. Если вас не так сильно триггерит, допустим, отсутствие вайлдберриса, то вам подойдет. Всем привет, это Коста-Рика, и мы встретились с Игорем. Сегодня он расскажет, как он сюда попал. Поехали. Игорь, расскажи, пожалуйста, почему Коста-Рика? Да, Дима, привет. Но на самом деле, можно сказать, больше случайно выбирали это место. Опять-таки, наверное, отталкивались, откуда можно было просто попасть с документами, где казалось, что относительно простое получение резиденции, климат. В общем, достаточно много факторов. И совпало, что Коста-Рика под них всех попадает. Плюс ко всему здесь были знакомые, получается. То есть, в принципе, не скажу, что очень много выбирали, очень много времени трудились над выбором, просто как совпало, думаю, начать с Коста-Рики, в итоге здесь, в принципе, понравилось, и здесь планируем оставаться. А раньше здесь были? Нет, первый раз то приехали и сразу жить, получается. А приехали с кем? С женой. С женой вдвоем, получается, приехали, да. Из Москвы? Да, получается. Мы находились, получается, в Армении, и после этого поехали сюда. Скажем так. И как вам Коста-Рика на сегодняшний день? В целом и я, и моя жена, мы оба довольны здесь. Жизнью здесь мы довольны, скажем так. То есть нюансы, для комфортной жизни нужно найти применение себе в этой стране, но относительно все остальное, мне здесь нравится. То есть, в принципе, пока нет нет желания менять страну. Скажем так. Применение какое-то себе нашли, чем занимаетесь? Стараемся, так сказать, в поисках. Последние 2 года мы занимались, у нас свой салон красоты, получается, но тем больше жена занимается. Маникюр, педикюр, брови. Но, честно говоря, пока не могу сказать, это какой-то успешным с точки зрения денег. То есть, как-то пока этот бизнес так у нас, не скажу, что прям хорошо идет. И, наверное, будем думать, если больше всего времени мира в ближайшее время, возможно, будем думать, чем еще можно здесь заняться. А она мастер сама тоже? Да, она в Москве, она очень хороший мастер. То есть, насколько я это могу оценить, но я могу оценить только по отзывам других людей. То есть, по отзывам тех людей, которых я знаю, все ее очень хвалят как мастера. И у нее даже был в России до ковида салон красоты тоже, тоже ногтевой, получается, там различные были. То есть, в принципе, у нее есть опыт и руководящей должности, и сама она умеет, хорошо знает, может обучить. Поэтому думали, что это хорошая идея была этим заняться здесь. Сейчас так уже не кажется, но в целом... Вы открывали салон красоты под местных клиентов или под иностранцев? Больше, конечно, под местных, потому что мы живем не в самой туристической зоне. То есть, если, наверное, и в принципе, наверное, и в моем понимании, если ты хочешь иметь стабильный доход, то есть тебе стоит ориентироваться на местную публику именно в этой сфере. Потому что, туризм, он сегодня есть, а завтра у нас какой-то вирус появляется, да, то есть и всякое может быть. Тем более, что мы живем на центральном плато, не у океана, то есть, естественно, мы стараемся... туристы тоже приходят, то есть у нас есть реклама и в Гугле, что у нас, в основном Google, в принципе, работает только на туристов в основном, и в принципе, то есть там человек 5-6 приходит, то есть у нас там и отзывы хорошие, так в основном на местных работаем, получается. А как тяжело было открыть вообще компанию, зарегистрировать, найти место? В нашем случае не очень, потому что мы купили готовый бизнес, получается, и просто мы его пытались улучшить. И улучшали, на самом деле. Я считаю, что мы делали большую работу. Даже не мы, скорее моя жена. В принципе, то есть, что касается юридических аспектов, то нам было здесь очень сложно почему-то открыть счет на компанию. То есть, мы же почему-то были счета личные, но на компанию очень долго открывали, даже долгое время пользовались счетом компании предыдущих владельцев. Не знаю, сколько законно, скорее всего, не очень, но мы хорошо подружились, потом позволили это сделать. А так в целом, что у нас был юрист, адвокат, который нам помог открыть. То есть, получается, нельзя предыдущим счетом компании пользоваться? Нет, они должны
Не, ну, если мы делали новую компанию, вот это все дело, но... вы новое Да, юрлицо мы зарегистрировали. делали новое юрлицо, но, насколько мне объяснили, если я правильно понял, даже если бы мы сделали, на старое юрлицо переоформили, нам все равно пришлось бы заново как бы доносить документы, чтобы счет, как бы, ну, короче, в общем, там есть определенные условия, как если ты открываешь как иностранец, особенно как русский, в любом случае, это определенные сложности вызывает, там же, всякие санкции, если они, естественно, там, я сначала подался в Scotiabank, канадский банк, там просто, меня там так, меня проверяли полгода, и в итоге, причем отказали, хотя причин для этого быть не может, как я понимаю, что объективно. Вот, то есть, как бы... Какие налоги вообще в Коста-Рике по компании? По компании, НДС, здесь это ИВА называется, вот, естественно, и страховые взносы, там, годовой налог. Но тоже, опять-таки, на это платят как бы у нас бухгалтер, который этим занимается, но, насколько я понимаю, в принципе, налоги стандартные, они плюс-минус, как и в России, на ООшку. То есть здесь, как ИП, у меня в России ИП, то есть, но здесь я ИП не могу открыть, потому что я пока не, потому что тебе, чтобы открыть ИП, тебе нужно обладать, по-моему, как минимум ПМЖ нужно иметь, то есть, вот. Но тебе нужно иметь разрешение на работу, то есть, грубо говоря, я так понимаю. Вот, естественно, получается, что мы открывали ООшку, естественно, подоходный, все вот эти страховки, вот, в принципе, в итоге, конечно, плюс-минус, как в России. Ну, и какой налог на прибыль? То есть здесь упрощенная система налогообложения, общая система налогообложения? Как здесь вообще это устроено? Если брать, то есть упрощенная, она, вероятно, есть, но она скорее как вот, то есть, для упрощенных типов юридических лиц, вроде ИП или самозанятых, наверное, то есть, но мы не можем к этому, я даже не знаю, там, скорее всего, условия более лояльные. Вот. Для нас, как у нас эта компания, вот, как ООО, получается, в России, вот, у нас, естественно, НДС, ИВА – это 13%, если я не, 13%, если я не ошибаюсь. Вот. Естественно, вот работников ты оформляешь, платишь за них страховку. Вот. И то есть какие-то там еще патент нужно платить, налоги, там годовые налоги. В общем, так просто я так вот, точно все не назову, то есть, как, в принципе, наверное, стандартный пакет. То есть, да, вот, как бы, то есть, ничего. А сами как на сегодняшний день здесь легализовались, имеете резидентство? Мы сейчас в процессе получения резидентства, вот, мы уже ждем 1,5 года, как бы, вот, в принципе. ВНЖ или ПМЖ уже? ВНЖ, только ВНЖ ждем, вот, мы как приехали, сразу же практически подались на ВНЖ, вот, но... К сожалению, сейчас это очень долгий процесс, вот очень много кейсов. То есть не то, что какие-то у нас конкретные проблемы, просто это сейчас из всех моих здесь знакомых, кого я знаю, что вот все ждут, вот так получается. По какой программе подали? По рантье, получается. То есть ты кладешь деньги на счет, вот, что у тебя есть деньги на жизнь, вот, и они тебе должны одобрить резидентство. Только мы положили деньги на счет, а эти деньги нам уже выплачиваются, потому что банк мне сказал, что, я говорю, можно сделать, чтобы они выплачивались, когда мы получим, когда будет получим резидентство. Говорят, что нет, мы должны это сделать сразу же. То есть, получается, чтобы получить резидентство, нужно письмо от банка, что у тебя на банковском счету есть деньги, и вот уже не то, что они есть, а то, что у тебя они уже сделаны на 24 депозита по $2500, получается. Вот. И какая минимальная сумма должна быть в банке? Я говорю, получается, на месяц $2500. Это получается 60 тысяч на 2 года. Вот. Сейчас на 24 месяца они это разделяют на 24 депозита, и они вот тебе выплачивают, получается, вот каждый месяц $2500 плюс проценты. Там проценты очень небольшие. Вот. И поэтому, когда ты это сделал уже, вот этот процесс, они тебе дают письмо о том, что вот у нас это есть. Ты это уже несешь в миграцион, получается. Вот. И получается, они это письмо выдали, я отнес в миграцион, миграцию получили сделать, а деньги уже практически закончились. Потому что они же не их выдают. Я не знаю, какой, конечно, будет дальше процесс, интересно даже посмотреть. Вот. Но вероятно. Как живете без документов? У нас здесь позволяет. То есть у нас есть документ называется экспедиента. То есть, когда ты находишься в процессе получения резидентства, то есть ты уже подал все документы, ты можешь здесь не выезжая. В общем, ты здесь находишься. В принципе, у тебя здесь прав особо не прибавляется, только за исключением того, что ты можешь здесь находиться больше 3 месяцев. То есть, соответственно, в принципе, можно находиться здесь сколько хочешь, без выезда. А так, то есть ты как бы в режиме ожидания, но главное, ты не должен выезжать. Нет, ты можешь выезжать. Не, просто имеется, что ты можешь не выезжать. То есть, ты находишься здесь в статусе туриста, но в статусе туриста ты должен, получается, у тебя здесь есть виза там, на 3 месяца, получается, срок пребывания. Вот. Если ты находишься в процессе получения резидентства, ты
ты можешь этот срок превышать безнаказанно. То есть это по закону просто. Вот. И единственное, что интересно, что они в то же время, получается, то есть правами ты не можешь пользоваться. То есть у тебя права действуют пока 3 месяца первое, что находишься. Для прав нужно сделать въезд-выезд, получается, чтобы они действовали. Ну, вот это, конечно, это такая, скорее всего, просто дыра в законе. Вот они, сколько я слышу, они ее либо исправляют, либо уже даже, возможно, исправили. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверитесь компании «Росмедицина», вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи и лечения за рубежом для русскоязычных граждан. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известными своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию «Росмедицина». Первое. Лицензированная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Встреча или проводы в аэропорт на автомобиле реанимации. Третье. Сопровождение психологом, владеющим 3 языками. Английский, русский, испанский. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги с опытом реконструктивных операций. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов, компенсация расходов и скидки на авиаперелеты. Если вы нуждаетесь в медицинской помощи за границей, доверитесь компании «Росмедицина». Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в лечении. Подробная информация в описании под этим видео. Чем Коста-Рика отличается от России? Какие плюсы здесь увидел? Ну, отличается просто колоссально. Ну, плюсы, наверное, самый главный и очевидный плюс – это климат. То есть, в принципе, что... Ну, понятно, что всегда приятно, когда ты хочешь сесть куда-то поехать, спускаешься, одеваешь кроксы и едешь куда хочешь на машине. А в России ты одеваешься, спускаешься, прогреваешь машину, чистишь машину. В общем, зимой, по крайней мере. Вот, стоишь в пробке. Ну, здесь тоже стоишь в пробке. Вот. Но вот сам комфорт климата для меня очень большой. В принципе, то есть я бы, наверное, в холодную... У меня мама живет в Канаде, я бы в Канаду, допустим, не планировал переезжать, поэтому... То есть я хотел потеплее. То есть, самый большой плюс климат, самый большой минус по сравнению с Россией, это все сервисы, все разнообразие. Я не знаю, конечно, я там в России, в Москве не был 2 года, но, конечно, сервисы, уже когда, конечно, понимаешь, что в России просто в Москве потрясающе. То есть там касается банков, всех маркетплейсов, практически все. То есть, конечно, с точки зрения какой-то такой сервиса, цивилизации, прогресса, то есть, конечно, Москва. В рестораны в Москве шикарные, дешевые, это, конечно, большой плюс. То есть, А здесь, что есть еще хорошего, помимо климата? В принципе, много чего. В принципе, красивая природа, доброжелательная страна. Здесь можно, кстати, в чем тоже плюс климата. То есть, я небольшой любитель очень большой жары, но здесь под каждого, вроде страна небольшая, но из-за того, что много гор, 2 океана, очень большое разнообразие. То есть, есть места, где можно и прохладно будет, то есть, 18 градусов. Есть места, где 35-40. Очень разно. Здесь, допустим, здесь относительно более прохладно, чем у океана. Мне здесь нравится, поэтому. Это про Сан-Хосе это сейчас? Да, я живу сейчас. Мы не в Сан-Хосе находимся, в Санта-Ана, это кантон Сан-Хосе. Как относятся местные к иностранцам, к экспатам? В среднем, то есть, у меня нет прям такого большого опыта общения с местными. Я, конечно, общаюсь, то есть, я тоже более-менее учу испанский, но мне кажется, в среднем доброжелательно. Понятно, что есть разные люди, то есть, для кого-то это, конечно, большой минус. Понятно, что, то есть, конкретно про русских мы говорить не будем, потому что здесь их очень относительно мало. То есть, в целом, именно в целом к русским, то есть, хорошо. То есть, их не знают, но нет такого, что, в каких-то странах может быть какой-то русофобия, здесь ее точно не будет 100%. Но как в принципе к туристам относится. Конечно, для кого-то это минус. То есть кто-то там зарабатывает деньги, а для кого-то наоборот получается. То есть цены растут, страна Коста-Рика это не дешевая страна, в том числе из-за туристов, и, соответственно, поэтому, то есть есть люди, которые считают, что американцы, гринго, как они их называют, канадцы, они сюда приехали, завышают цены, разбрасываются деньгами, а мы страдаем. То есть для кого-то такая есть видимость, но все люди разные, но в среднем, мне кажется, хорошо. То есть в среднем хорошо относятся. Какие минусы увидел?
Минусы Коста-Рики. Ну да, опять-таки, что это, конечно, такая относительно деревня, наверное, если мы сравниваем с какими-то развитыми странами. И, в принципе, то есть Москва, я всю жизнь жил в Москве, конечно, это то есть так. То есть здесь, конечно, меньше сервисов. Вот. Ну, конечно, в целом, то есть, наверное, тяжело адаптироваться к другому менталитету, к другому языку. То есть тоже там, вот я 2 года учу язык, в принципе, активно, но по-прежнему, конечно, у меня как бы есть уже здесь и местные друзья, с кем я общаюсь, но, конечно, все немножечко не то, потому что, ну, то есть какие-то там, ну, какие-то темы там, не знаю, как сказать, глубокие, если какие-то, то есть такие, ну, тяжело все-таки и на английском, что на английском мне, что на испанском, конечно, до конца не получается прям вот общаться как в полной мере. Тяжело проникнуться полноценно. Ну да. То есть какие-то нюансы там, то есть, ну и в принципе менталитет, конечно, отличается. Вот. Ну, из моего опыта, опять-таки, что, конечно, то есть 2 года, я считаю, очень мало, чтобы понять там страну, понять как бы, менталитет местный. Вот. Какие еще минусы? Ну, наверное, цены, в принципе, относительно Коста-Рика не дешевая страна. Дороже, чем Москва? Ну, я Москву помню еще 2-летней давности. По сравнению с Москвой 2-летней это просто, ну, небо и земля. Просто, то есть, ну, и качество несопоставимо многих вещей в Москве лучше. Вот. Но сейчас я уже не знаю, говорят, что Москва тоже уже не так, как была раньше. Вот у меня просто, ну, нет, я не знаю, как там, но я думаю, 100% дороже. То есть, точно, практически во всем. То есть, я даже, наверное, не могу придумать, в чем она могла быть дешевле. То есть... Сталкивался здесь с медициной, лечил зубы? Меня жена лечила зубы, кстати, вот, да, доделала здесь брекеты, получается, вот, в принципе, нормально, кстати, то есть, ну, относительно дороже, чем в Москве, но, в принципе, и по качеству, и по цене нас устроила, то есть, в принципе, было неплохо. Там импланты, она где-то делала брекеты, плюс ставила все импланты, вот, в принципе, вполне себе неплохо. Твои советы. Рекомендуешь Коста-Рику для переезда? Смотря кому, то есть... Нашим зрителям. Не, ну я имею в виду, что зависит от ваших потребностей. Вот. В принципе, я думаю, что ну, мне здесь нравится. То есть, ну, для многие, кстати говоря, приезжают, потом не принимают, опять-таки, отсутствие каких-то продуктов, отсутствие сервиса, то есть какого-то. То есть, опять-таки, зависит чисто от ваших предпочтений. То есть, с точки зрения природы, здесь это еще не мегаполиса. Как бы, то есть, ну, здесь тоже не прям деревня, то есть я могу себе заказать там роллы, пиццу, все могу заказать, такси, как бы, то есть, ну, то есть, здесь такая, для меня какая-то середина, то есть, получается, между там, если мы берем какую-то там, условно, там, деревню, уединение с природой, там, и какой-то мегаполис, здесь, то есть, в принципе, есть какой-то сервис, есть торговые центры, то есть, ну, где вот именно, допустим, я живу, и вот в то же время, как бы, и природа, и нет каких-то там небоскребов, то есть, ты едешь, у тебя чистое небо, все прекрасно, вот, но... То есть, ну, в среднем рекомендую. То есть, а так, ну, нужно отталкиваться от себя, то есть, какие у вас есть, как сказать, предпочтения. Вот, поэтому... Ну, как ты считаешь, у тебя есть такое видение, круг людей, кому подойдет Коста-Рика? Ну, надо подумать. Ну, конечно, есть. Конечно, есть. Потому что я говорю, что точно есть люди, которым Коста-Рика подойдет, потому что, ну, многим она нравится. Вот. Но... как сказать, но надо сформулировать, кому именно подойдет. Просто понятно, что, ну, допустим, что многим получается, что я встречаю много людей, которым что-то не нравится. Вот. Но в моем понимании, допустим, опять-таки, может быть, просто у меня нету понимания их мыслей. Вот мне кажется, что людям просто не бывает приезжают в эмиграцию и начинают страдать. Ну, это нормальная психологическая реакция, когда ты уезжаешь от своих друзей, родных, в страну вообще, которая непонятно где находится, говорит на другом языке, ты не понимаешь ни по языку, ни по менталитету. Вот. И, допустим, даже отсутствие какого-то там продукта, тебе, допустим, какого-то вкусного, допустим, сыра, там, колбасы, там, чего-то еще, то есть там, селедки, допустим. Это огромная, как тебе кажется, огромную боль. Вот. Но в моем понимании это, скорее всего, не так. То есть, скорее всего, то есть, тебе вызывают другие вещи боль, отсутствие там, семьи, друзей, знакомых, а это уже как бы тебе, то есть, как получается, повод. Ну, это я так думаю. Может быть, это не так. Вот, то есть, вот, ну, как бы кому подойдет. То есть, ну, если вы любите хороший климат, океан, тут горы есть, большое разнообразие природы, счастливые местные жители. Если вас не так сильно триггерит, допустим, отсутствие Вайлдберриса, то вам подойдет. Мне кажется, вот так. А если вот прям... Даже меня чуть триггерит отсутствие условного Вайлдберриса или чего-то еще, здесь ну, просто нет маркетплейса. Вот. Но
Как бы в остальном... Все в твоих руках, можешь открыть. Ну, я думаю, что если никто его не открыл за это время, то, скорее всего, на страну в 4,5 миллиона человек, скорее всего, это, видимо, не очень выгодно. Даже никто об этом не думал. Я думаю, здесь все об этом думали. Вот я почти с кем общаюсь, все об этом думали. Но по каким-то Так причинам... надо всем собраться, тогда соединиться. Так, открываем новый Wildberries Коста-Рика. Да. Не знаю, в общем, я как бы думаю, что это просто сложный бизнес, скорее всего. Я честно скажу, как бы думаю, что это... Ну, я бы в это не сувался, потому что, скорее всего, там большие вложения. Вот, и есть определенный потолок, скорее всего, то есть прям много ты не заработаешь на такой маленькой стране. Вот. Не, ну, кстати, можно с Uber что-то, то есть Uber как такой аналог, это можно там ездить в Uber в магазины, вот. Ну, как Delivery Club в России, наверное, то же самое, плюс-минус, то есть можно через агрегатора заказать какие-то товары. Ну, просто, да, конечно, совсем не то, потому что, то есть, ну... Так что, кто хочет открыть Wildberries Коста-Рики, приезжайте. Вот. Да, я буду очень рад, я буду точно пользоваться. То, что заработать не обещаю, вот, но клиент ведь за меня точно будет. Клиент Да, есть. 100%. Остались вопросы, пишите в комментариях.